Приветствую вас, друзья. Проверьте, пожалуйста, звук. Есть звук или нет звука? Плюсаните в чатик. Если звук в порядке, то начнем. Надеюсь, со звуком все нормально. Все, плюсанули. Ну что, всем привет. Давайте начнем наш стрим. У нас сегодня в гостях МС традиционно. Поговорим по рынку, поговорим по ожиданиям и разберем альткоины. Может быть, посмотрим что-нибудь из обучающих вещей, как было на прошлом стриме. Давайте я сразу сейчас подключу МСа. Всем привет. Слышно МСа? Я думаю, что должно быть слышно. Да, приветствую всех еще раз. Ну, отлично. Ну что, мы все хотели кого-нибудь с чата забрать, забираем сегодня. Никто не хочет повыступать? Нет желающих? А то в чате много чего пишут. Может, здесь кто-нибудь? Мы сейчас на стрим пригласим. Ага. Так, сейчас я, наверное, сделаю возможность расшарить Zoom, чтобы можно было давать. Все, теперь можно давать график. Ну что, МС, начнем? Что вы думаете у нас по рынку? Сейчас Вы решили сегодня с меня Да, традицию нарушать? я могу нарушить традицию. Надо же как-то менять, да, делать какую-то коллаборацию. Вот. У меня без Да. изменений. Ждем хаев через небольшой лой. Ну, я могу в целом рассказать. Сейчас давайте я сейчас открою экран свой и вам поделюсь, и чтобы ребятам было видно. Так, скрыть панель. Вроде бы все видно. На самом деле, по ожиданиям, мало что изменилось. Понятно, что сейчас падение вызвано некоторой риторикой новоизбранного нашего товарища в США. В основном это связано с, как минимум, с его желанием устроить некую политическую игру в части американско-китайских отношений, так называемые торговые войны. И инвесторы, мы видели, что золото очень сильно начало прирастать, инвесторы опасаются, с рисковых активов выходят, но по моему убеждению, что резких движений с его стороны не будет, хоть и риторика продолжится. И биткоин, хоть и относится к высокорисковым активам, в любом случае интересен для накопления сейчас большинству институциональных игроков. И вот эта вот нисходящая история, которая происходила в последние дни, она, конечно, будет остановлена, и рост еще не закончен. Ключевым уровнем, за которым в обязательном порядке стоит следить, это сейчас уровень 92. Вот это зона, которую биткоину ломать нежелательно. Если эта зона будет удержана, и, собственно говоря, здесь же и трендовая проходит локально, вот с этой зоны, я думаю, что мы попытаемся прирасти. То, что нас могут опустить к этому уровню и его протестить, вероятность есть. В большей степени, по ожиданиям, я думаю, что опустят где-то в ближайшее время. Сейчас я открою FIBA, где они тут у меня локальные были. Вот это, по-моему, нет. Я уже не помню, какая из них. Вот это. Ближайшая 95. Если сейчас отсюда опять не попытаются взять 0,5, то опустят к 95. Ну, с таким вот боковым движением, ожидая опять... Экран не видно. Не Вы видно, экран отдали в Zoom, да, а его не как? раздали в этот... Почему? В Zoom раздал. Не знаю. В Zoom раздали, но не раздали на экран. На экране видно только меня и что-то там с рогами. А сейчас? Экран не видно. О, ребят. Вы следите, пожалуйста, чат, потому что я когда переключаюсь, я чат вообще не вижу. Спасибо. Сейчас должен быть виден экран, да? По идее. Да. Там закладочку нужно было сделать в зуме. Господи, тут куча настроек. Я забыл ее сделать. Теперь видно, Да, вот смысл. 92-я, я вот ее здесь обозначил, значит, показал. Она является сейчас ключевой, ну, по крайней мере, в моем видении. Ближайшая 95-я. То, что я вижу локально. Сначала. Все, Давайте что вы показали, да, люди не увидели. Давайте сначала. Это там как раз самое интересное. Слушайте, а что у нас с Гуглом сейчас происходит? Что-то с алфабет, да, но я его, честно говоря, не посмотрел. На секунду прям? Давайте откроем.
Если он А у меня потом к есть. биткоину как раз интересно связать. Что-то, видать, на новостях надо посмотреть. Может быть, опять и истории. Не смотрел. Можем сейчас глянуть, что-то есть из новостей по рынку. Может быть, кто-то знает, ребят, скажите, что На происходит с Google. TradingView откройте на Google. Торговый дефицит, ничего такого интересного. Google одной свечой вниз, дневной. Откройте Прям, часовик, а мы только открылись. Часовик откройте. давайте часовик. Да, продолжают лить. Вот у меня даже индикатор подсвечивает, что сломалось. Сломали сейчас медвежью ликвидность и прошли через зону справедливой цены. Это не очень хорошо. Если сейчас вторая опустится чуть пониже, то перекроет еще одну бычью ликвидность. Это означает, что мы пойдем дальше на 184. Не есть гуд. А Google вы открыли где? На какой Альфабет на бирже? часе NASDAQ. Вы откроете не на NASDAQ, Где его открыть? вы откроете его. Да, NASDAQ, все в реальном NASDAQ, времени. конечно, Да. конечно. У меня немножко другой показывает почему-то. 188, реальное время, рынок открыт, все работает. Сейчас посмотрим. Даже должен и секунды выдавать. У вас хайки наши, у вас же хайки наши У меня стоят. хайконэши стоят, да. Секунды выдает. Уберите их, Христа ради. На NASDAQ всякие смотреть на хайконаши нельзя. Ну, я больше смотрю не их. Да здесь гэп какой-то сумасшедший на часе. Вот такая красота у нас сегодня на открытии. И это только начало. Классно. Классно. Ну, смысл не меняется. Все равно зона 83-84, если проваливают сейчас. А скорее всего его, наверное... Сейчас я посмотрю. Ну, скорее всего, да, попытаются провалить ниже. Но он... ну, сказать, что прям... NASDAQ это же у нас великолепная семерка. Google входит в великолепную семерку на NASDAQ. Да, это один из основных толкателей. Драйверов, да. И он всегда обычно первый падает. А почему? Сейчас хороший вопрос. В последнее время Apple тоже гнали. Подождите. Я сейчас просто посмотрю. Я давно фонду не смотрел. Именно с высокотехнологичного сектора. Да у них у всех был хороший. Вообще у них толкало в последнее время Nvidia все. Если Google первый отреагировал, значит следующее может быть Nvidia сильнее. Но вот Nvidia на дневном таймфрейме даже выглядит поинтереснее, чем Google. Ну, отлично. Ну-ка, теперь давайте на этот посмотрим на Сейчас. биткоин. И мету. Вот смотрите, что с метой творилось. Вот мете абсолютно все равно, что происходит с остальным. Ну, потому что там совсем другое сейчас движение на мете идет. Оно чуть попозже отыграет. Мета разогнана вообще прекрасно. Они в последнюю очередь работают, все эти мета. Посмотрите. Tesla тоже. Да. Что посмотреть? Переключайтесь на биткоин, ну их этих фонду. С фондой уже все ясно. Она начала свое движение. Так, что я говорил? Я говорил о ключевом, да, на битке, о том, что в целом сейчас для меня важен 92, 95. Вот два уровня. Почему 95? Потому что FIBA здесь очень хорошо ложится. Вот это, кажется, была, да. 0,618 продавливает и может уйти на 786 на 95. Вот от 95 можно будет, если это свинг какие-то трейды, и я начну потихонечку смотреть. Но здесь единственное, что меня смущает на дневном таймфрейме, пока что, от лонгов, это вот эта вот история. Это вот эта вот история. И если она продолжится, и отсюда не будет удержания, и мы уйдем в медвежий денежный поток, то я думаю, что нас опустят пониже. Прорыв 92 – очень нехорошая история. Очень нехорошая история. Но пока не ожидаю. Я думаю, что февраль нас будут мучить. К марту все равно закол повыше будет. То есть сейчас период устаканивания.
на глобальных рынках происходит, поскольку Трамп делает какие-то бешеные заявления, потом их приостанавливает, потом опять их объявляет. В общем, у него пока, у самого, видимо, до конца в голове картина не сложилась. Сейчас будут эти большие санкции на нефтяной сектор, в частности, против Ирана, да, он хочет им сократить добычу. Ну, сколько сможет, столько сократит, по-моему, 1,5 миллиона. Нефть тоже будет влиять на глобальные рынки, так или иначе. Плюс его история, связанная сейчас с пошлинами, как будет реагировать Китай на эту тему. Задел у Китая тоже есть для ответных каких-то действий. То есть есть такая обоюдная политическая игра идет, которая впрямую влияет на международный рынок. Ну и биткоин, как его часть, тоже соответствующим образом будет реагировать. Где-то более жестко, а где-то может и вообще в принципе не реагировать, потому что есть какие-то моменты, когда крупный игрок, если перекладывается в золото, а в золото мы с вами видим, что в последние дни после риторики Трампа, где он, оно вытворило вот это означает, что инвесторы опасаются любых активов и думают о том, что золото традиционно является сберегающим таким, можно сказать, такой тихой гаванью, когда нужно переждать какую-то глобальную нестабильность на мировом рынке. И думаю, что биткоин в какой-то момент будет играть в ту же игру. Ну, вот мой взгляд. Поэтому на сегодняшний день не ожидаю еще, что рынок закончился. И думаю, что биток все равно потрогает 120, как минимум. А золото могут разогнать до 1,618 фиба. Вот сюда. И потенциал для этого, ну, достаточно большой. Вот это если говорить в целом. По поводу интересных механик могу показать потом, а вам отдать сейчас слово, если есть какое-то мнение по этому поводу. Может, альтернативное, и мы сейчас увидим сразу 70 тысяч или там 60 тысяч. Я буду, честно говоря, рад, что вы будете правы. Вот если честно. Если у вас мнение, что будет 60 или 70, я буду счастлив. Потому что тогда у меня будет шанс очень хорошо закупиться. Я сегодня с утра ударился мизинцем об кровать, настроение было с утра замечательное. Это знак какой-то? Что Да, это был знак, это мизинцем, да, так, ноги. ребят, кто на стриме, быстро в шорты прыгайте, я Месс ударился в кровать пальцем. Шорты, пальцем, срочно. да. И потом еще головой об косяк и решил, думаю, а что все положительные новости несем? Надо нести всякую фигню. Поэтому я решил понести фигню. Но перед тем, как нести фигню... Что пишет экран? Что с экраном опять не так? Сейчас, секунду, извиняюсь, Месс. Что с экраном не так? Что с экраном не так? Я чат просто... Это я чат, наверное, это давно было, наверное, и неправда. Сейчас вот я открою картинку. Сегодня был замечательный стрим у криптохамстера. Я начал его смотреть сегодня, и тот момент, когда я вам уже дать начал окно? просматривать... Или что да, я сейчас сначала предысторию, а потом, конечно, окно обязательно. И вот я пытаюсь сейчас вот открыть окно. Так, поделиться. Вот я делюсь окном. Видно окно? Должно быть видно, да. И вот я сегодня увидел у криптохамстера вот такую картинку с утра. Прям вот первое, что мне бросилось в глаза, и он начал рассказывать, рисовать, как пойдет график. И тут до меня, скажем, дошло... Видно, да, мой график, который, вернее, не график, а картинка. Видно. Вижу 70 уровень, да, все правильно. Он его там и показывает, 69-70. Да, но давайте начнем не с 70, а начнем с того, 92, что эта картинка очень хорошо повторяет. Вот я даже специально эту картинку, да, попытаюсь вот сделать. Эта картинка очень хорошо повторяет то, что есть у Вайкофа. Это называется фаза рынка по Вайкофу. Идет сначала распределение наверху, у нас есть консолидация, то самое, что было на графике нарисовано, консолидация, и вверху распределение. Вот я показываю еще раз. Вот это примерно то, что есть у Вайкофа. Я вот это увидел и сразу вспомнил эту картинку. Эта картинка давным-давно тоже по интернету гуляет. Именно поэтому я ее и нашел, что она очень хорошо показывает рынок. Теперь я открываю тот график, который у нас есть. Попытаюсь открыть график. Вот я его сейчас перетащу, прошу прощения. Вот я перетащил график к себе. Вот тот график на CME Group, который, в принципе, можно рассматривать очень хорошо. У нас есть ярко выраженное до накопления. Вот оно. Так. До накопления. Вот этот момент. До накопления.
и вверху начинается распределение. Вверху начинается распределение то самое по фазам. Специально сделал эту картиночку, чтобы было более-менее понятно, почему я ее влюбляю, почему я на нее смотрю. Вот это та самая картиночка. Понятно, что тайминги чуть-чуть здесь не совпадают, но это не важно. Здесь важен сам принцип работы. Вот то самое распределение, которое должно проходить. Почему вот именно в этом ключе я рассматриваю? Вот я покажу эту фазу Вайкофа прямую, то, как я это вижу. У нас было падение в 2023 году, откуда это движение началось. То самое параболик, курв параболик, который с тремя базами. Первая база, вторая база, третья, четвертая база, окончание движения. У нас по Вайкофу есть цена чуть выше предыдущего пика. Посмотрим, есть ли вот здесь такое, даже на CME у нас есть. У нас есть первая цена, которая была 17 декабря, ниже той цены, которая была 21 января, с разницей в месяц. Но это еще не окончание фазы распределения. Еще фаза распределения только будет продолжаться. Сейчас я ее еще раз открою, эту картинку. Вот она. Фазы распределения будут именно вот таким образом определены. Почему я говорил, наблюдайте за тройками. Вот она, первая тройка должна произойти. Потом знаменитое вот это вот движение вверх, оно уже прошло. И у нас еще будет некоторый отскок. Мы еще только первое движение протестировали. Где это мы протестировали? Сейчас, секунду. Вот оно. Сейчас я его открою, чтобы было видно, о чем я речь веду. Меня просили желтым сегодня рисовать стрелочки, но я все равно пока отказываюсь. Вот это движение, то, которое мы пока тестируем. Первое движение сюда дошло. Первая тройка, вот она сформированная. У нас есть пик, который мы нарисовали выше. У нас есть первый тест. Еще некоторый отскок должен произойти, после этого должен будет произойти обвал. Это если смотреть по Вайкофу. Это не то, что я говорю, что именно так 100% будет. Я показываю то, что будет по Вайкофу. И потом должна быть обыкновенная стандартная тройка разворота. Куда она идет? Пока идет действительно 68-72. Вот в этот ключевой момент, тот, который мы рассматривали, или тот, который я увидел сегодня у Хамстера. Вот, пожалуйста, тот самое движение 68-72. Мы должны будем протестировать зону точно так же, как это делается у Вайкофа. То, что действительно у Вайкофа первая зона тестируется. Вот она. Поэтому, если кто-то думает, что, может быть, фазы рынка будут какими-то другими, нет, оно не будет. Скорее всего, маркетмейкер меня, может быть, услышит и дальше цены 112 не поведет рынок. Может быть, он здесь остановится и пойдет цена вниз. Это было бы хорошим, замечательным окончанием этого движения. Но я все-таки рассчитываю на то, что движение дальше все-таки будет. Почему я его вижу дальше, что оно должно, по идее, быть? Вот есть еще один фаза распределения по Вайкофу, те самые знаменитые. Вот она, тройки, цена первая выше, и как должен пройти рынок. Опять же будет формирование новых фаз, и потом дальше движение наверх. Сколько времени вот эта последняя фаза распределения до накопления произойдет, я не знаю. Она может быть и больше по времени, она может занять и год, и может быть 2 занять. Но движение вот на сегодняшний день, то, чего я увидел. Это на сладкое народу. Вот посмотрите, можете во всех там чатах писать: МС сошел с ума, в очередной раз прогнозирует конец рынка. Ну вот, пожалуйста, вам конец рынка хотели, пожалуйста. Вот картиночка вам замечательная. Скриньте, распределяйте и показывайте. МС сошел с ума. Биткоин будет 0. Ну 0 это вот вряд ли. Это вряд ли. Уйти в иную фазу можно. Меня только смущает цифра по хаю. Она какая-то не очень. А какая она должна быть? Ну, какие-то они были поинтереснее в прошлые периоды. Хорошо, давайте тогда будем рисовать то, что интереснее. Вы хотели, я вам нарисую. Пожалуйста.
включаем недельку свою замечательную, включаем логарифм и смотрим. Так, что у нас, почему у нас? У нас автомат. Индикатор мешает. Да, сейчас я... Вот, автоматом. Вот давайте смотреть. По фазам рынка. У нас первый пик дна был вот какой красивый, большой. Правильно? Правильно. Он там был 303... сколько получается? Там было много. 315%, да. Ой, как замечательно. Теперь следующее было дно достигнуто 13-14 год с двумя пиками, как я говорил, 13 и 14 уходили в медвежку. Вот это то самое, то, что сейчас здесь и повторилось, как я это сказал, что, скорее всего, мы это и увидим. Вот мы видим, но уже движение меньше. Смотрим, так как у нас математическая модель идет с уменьшением следующего пика. Вот. Тяжелее становится актив, поэтому конечно. движение вверх Давайте смотрим, тяжелее. смотрим, он становится тяжелее. Почему он здесь должен быть каким-то иным? Я нарисовал как есть, я же не придумываю график. Если говорить чисто если говорить о математике, если говорить о чистом теханализе, да. Но есть некоторые еще факторы, которые могут... Да, мы живем в грязном теханализе, поэтому я скажу, есть такой учебник для маркетмейкеров, на странице 14 написано, каждый пик должен быть тяжелее ввиду того, что актив становится тяжелее. Это понятно, естественно. Если вы его не читали, почитайте 14-15 страниц, картинка есть. Вот на сегодняшний день 100 тысяч – это тяжелая цена. Если мы говорим, что тот же самый Трамп, который на рынке сейчас воюет и всякую фигню творит, начиная с Трампом, Меланией и все прочим, он биток-то не покупает в том количестве. Он покупает эфир, который легче будет пампить. И на сегодняшний речь не о том, что он покупает. Я говорю о том, что даже 100 тысяч для него неподъемная цена. Его же фонд выпускает коммюнике, где было написано, что они отдают сейчас преимущество закупки в эфир. Правильно, потому что его разогнать можно больше. Ребят, пожалуйста, сразу же, пожалуйста, пролайкайте трансляцию обязательно. Если не подписаны на канал, в первый раз смотрите, рекомендую подписаться. Также есть ссылочки в описании к видео на каналы гостя. И также в Телеграм на наш канал, и у гостя тоже есть канал, и в Телеграме, и на Бастионе тоже подпишитесь. Но лайк – это будет большая поддержка каналу, и после стрима, когда он завершится, комментарии тоже дают возможность видео получить больший охват и, соответственно, увеличить наше сообщество. Вот прошлое видео, молодцы, отлично пролайкали, и просмотров достаточно было много. Все. Вот, поэтому смотрите, я еще раз говорю, я же не придумываю цифры, я не показываю пики, я вам показываю на графике. Вы это можете сами все посмотреть. Где было дно, где пик, как прошло. Вы можете найти вот это соотношение высоты цены и это его время достижения. Вы же можете все это сделать. Берете калькулятор, считаете, и вы увидите, что каждый следующий пик становится меньше по высоте, и иксов дает меньше. Вы смотрите, сколько было иксов. Первый раз 3300 там иксов, второй раз уже было почти 5000 иксов. В следующий раз он был всего лишь 10 тысяч иксов. Соотношение посчитайте. Почему сейчас он должен быть, если мы говорим, что, допустим, что цена поднимется, к примеру, до... возьмем, к примеру, сколько там, 300 за него хотят, 500, да, Нет, в прошлый раз было 1500, по-моему, 1500, сейчас всего 500. Сейчас в 3 раза меньше рост, чем был на прошлых хаях, на сегодняшний момент. Хорошо, если он в 3 раза меньше, тогда берем соотношение от 2,1, тогда он получается где-то в районе 7, где-то мы здесь и находимся. Вот она цена, вот она примерно здесь, плюс-минус. Плюс-минус. Хорошо, но это из чего? Из того, что... Точное соотношение можно на калькуляторе высчитать. Каждый это может сделать. То есть половину от прошлых процентов вы считаете, что
исходя из той методики, о которой мы говорим, он дать не может. Если это математика, плюс то, что сейчас этот актив больше покупают институциональные, накапливают с большой ценой, а физлица не участвуют в этой цене, вот просто напишите плюс тот, кто по 100 тысяч покупает биткоин. Вот просто поставьте плюс из тех, кто смотрит. Естественно, никто по 100 тысяч его не покупает сейчас. О том и речь, что сейчас актив стал тяжелый, и все прекрасно понимают, что легче его купить на откате. Нормальный человек так и сделает. Он будет ждать, когда цена будет откатывать. Институционалы сейчас пользуются этим, и они понимают, что в следующий раз цена может достичь, к примеру, те же самые 300 тысяч, к примеру. По цене 300 тысяч, но они могут это сделать от цены, к примеру, от 70, от 60, от 50 тысяч. Это же проще делать им. У нас какая сейчас средняя цена, истинная цена по биткоину? На недельном таймфрейме у нас порядка 78 тысяч. Ну вот, считайте, почему он не может упасть до 78? Если месячный таймфрейм, то идеальная зона подбора его в районе 65-63. Ник Сусанин пишет, Майкл Сейлор покупает. Вообще-то Майкл Сейлор сказал, что он берет тайм-аут на покупку пока на месяц. Он там выпустил сегодня какую-то картинку, что там у него самый лучший, там чего-то какой-то день. Ну, не знаю. Появилась информация, что кто-то на OTC купил со скидкой там 30 тысяч биткоинов. Может, это Сейлор. Мы же не знаем пока, потом попозже узнаем. Но пока не покупал в открытую, ничего не постил. Не, спот сейчас никто, наверное, откупаться так сильно не будет. Буду ждать какого-то коррекционного движения. Если и будут, то для локальных каких-то вещей. В основном сейчас, конечно, идет деривативная торговля. Поэтому столько и смывов было, колоссальное количество ликвидаций. Ну, со смывами тут тоже опять появилось много информации о том, что смывы прошли при работе маркетмейкера, которые вместе с биржами договорились и смывали, в основном на Binance. Но это вот опять же, это в чате информация. Я пока сегодня чуть попозже, после стрима, буду проверять всю эту информацию. Может, действительно накопаю. Потому что да не удивлюсь. Не удивлюсь, потому что манипуляция была прям жесткая, было видно. То есть мы в этот день внимательно следили за тем, что происходит, как разматывали вверх-вниз. То есть, размотка была вообще просто четкая. И это прям было видно, как будто это рукотворная прям деятельность. Не то, что рынок работает в своей стандартной фазе, а прям как будто кто-то но при этом-то биткоин-то не смыли так, как должны были смыть тот же самый 19-20 год. Не смывали так, как это ковидом было. Не было такого же, правильно? У нас в 2021-2022 году сливы были намного больше. И по времени, и по цене, и по процентным соотношению тоже было больше. Сейчас-то было меньше. Потому что когда были тогда смывы, они были исходя из факторов рынка. То есть на них влияли еще и макроэкономические какие-то показатели. Биткоин все равно даже при отсутствии институционального капитала так или иначе все равно оглядывался на общую конъюнктуру. А сейчас это было больше похоже. Мы кстати, я не знаю, в чате я не видел этого сообщения, но смысл в том, что это действительно могло быть, потому что очень было похоже, что как будто специально прям это все было сделано подстроено под какую-то историю, и прям в моменте миллиард ликвидаций, и все вернулось на ту же самую фазу, и никуда вниз не покатилось. Потому что рынок-то в целом не так сильно двигался. То есть ничего такого страшного не было. S&P, да, оно открылось гэпом, там был этот гэп виден. То есть если на график S&P посмотреть, его там четко было видно, они пошли его закрывать. Он находился у нас на тот момент, по-моему, в зоне 5900 с чем-то. Они пошли его закрывать. Нижний гэп они так и не перекрыли от 5905 и 5842. Его они не трогали. Если его перекроют, тогда можно говорить о том, что может быть медвежка хорошая. Они маленький гэп закрыли, который у них был ближайший, и дальше удерживались в зоне 640, 633. При этом биток летел как сумасшедший вниз, не реагируя на то, что в действительности происходит на рынке. Вот опять Ник Сусанин пишет, Майкл Сейлор печатает свои акции. Сегодня днем я разговаривал там с одним из трейдеров, и мы с ним сошлись не просто во мнении, а оба в одну дуду поем по поводу Сейлора.
Сейлор был мошенником в 2000 году, у него незаконченные или законченные там уже эти дела о мошенничестве, почему он там скрывался некоторое время. А теперь он берет MicroStrategy, берет кредит. На кредит они покупают биткоин, развивает капитализацию, печатают привилегированные акции. Эти акции продает. И сейчас опять 15% привилегированных акций они задумали продать. Они продают эти акции, на эти акции опять берут биткоин. Это очень похоже на кредит. На кредит кредитом перекрывается, потому что, во-первых, по любым акциям, а тем более привилегированным, нужно будет платить дивиденды. Кредиты нужно будет закрывать, но Майкл Сейлор пока не закрывал позиции по биткоину. В какой-то момент времени его кредитная политика будет выше по приоритету, чем накопление. И ему придется продать. И вот что будет, когда он начнет продавать только для того, чтобы закрывать кредиты? Потому что вечно создавать схему платит всегда вновь входящий и платит первому входящему, это схема обыкновенной пирамиды. Поэтому я думаю, что в какой-то момент времени, вот я говорил про CZ, помните, когда он наехал на FTX, на Аламеду, что они ему отомстят. Вот он в тюрьму поехал. Следующий мы считаем, что поедет этот, как его называют, Джастин Сан, и туда же поедет Сейлор. Потому что они все в связке. Джастин Сан, кстати, очень сильно сгущаются краски, потому что то, что он работает с Троном и с Тезером, у Трампа и у компании Трампа, которая пришла делать на сегодняшний день резерв, они резерв будут делать не в биткоине. Обратите внимание, сколько песен они уже не поют, о биткоине речи уже нету. Они сейчас говорят о том, что будут создавать стейблкоин и регулировать политику и выпуска стейблкоинов, привязки к стейблкоинам. Соответственно, если так будет, то Джастин Сан им будет очень сильно мешать с Троном и с Тезером. Очень сильно будет им мешать. И поэтому я думаю, что немного другие вещи мы услышим на рынке. Ну и осталось только то, что скоро объявят, если, допустим, что они не будут пока биткоин вводить в резерв, ввиду его нестабильности, плюс нестабильность на всех рынках, потому что на месяц отложили введение процентов налоги на Мексику, на Канаду, на Китай. Китай уже там говорит, что нам пофигу, мы будем отвечать. Канадцы прогнулись эти мексиканцы, но еще и остальной мир есть. Потому что если войдет Трамп во вкус, он начнет что делать? Следующая Европа. Ну, там не только Европа, сейчас он вообще, там же еще есть Ближний Восток. И на Ближнем Востоке очень много роли отводится государствам, которые связаны с энергоносителями. А он сегодня сделал какое-то безумное вообще заявление о том, что он собирается построить в секторе Газа рай. При этом взять всю Палестину и переселить в Иорданию. И там стали шевелиться абсолютно все вокруг. То есть это вся вот эта вот арабская история. И вот если он собирается там оказать какое-то вот такое непонятное давление на ту сторону, он по-любому поддерживает Израиль, то для мировой экономики это тоже не есть гуд. Поэтому мы с вами сегодня сделали Трампа с факелом и горящими зданиями же. Да, потому что он реально какую-то ерунду просто. Восток достаточно мудрый, чтобы на это не вестись. Ну, то есть, с одной стороны, он вроде бы обеспечил перемирие сейчас, и как-то успокоилась и мировая экономика, и в геополитике чуть-чуть остановилось все. Он обещает также перемирие и в Европе организовать, что тоже хорошо повлияет в целом на экономику. Ну, по крайней мере, даст шанс начать какой-то процесс, связанный как минимум с нарушением логистики по всему миру, да, и восстановлением каких-то цепочек поставок. Именно поэтому это хорошо очень сильно укладывается в то, что биткоину больше пока не дадут расти, потому что нет смысла вкладываться в рисковые активы, а биткоин все равно остается рисковым активом для многих. Да, высокорисковым, причем не просто. Такой сценарий может быть, я не исключаю. Но поэтому я сейчас внимательно смотрю вот два уровня основных, да, 92. Если его проваливают, то мы увидим уже в зону 80 и ниже. И это уже будет означать, что, скорее всего, нас потащат туда на 70, о которых то, что рисовал как раз Кирилл Хамстер. Такой, я не смотрел это видео, но увидел сейчас. Такое развитие событий может быть. Отправят на закупку.
Тогда будут фиксироваться на фондах, и фиксация будет мощная достаточно, потому что весь капитал сейчас, судя по всему, из биткоина, ну, для биткоина весь капитал находится сейчас основной именно в ETF. И они начнут фиксировать все, что у них есть, купленное по 60, по 70. И это будет очень, В очень чате хорошая история. в чате задает вопрос человек, когда закупать альту. А я Смотрите, написал никогда. почему? Я же ответил. Ну, это я по себе ответил, извините. Да, Ну, как бы. вы понятно, что Да. максималист максимального супер высокорискового актива, а мы пришли, чтобы деньги заработать. Поэтому посмотрите, тот же самый Фил укатали на 78% когда он там у нас был пик? 7 марта 2024 года, вот на 78% упал. Так вопрос, когда его покупать, этот Фил? Если он уже на 78% упал, но явно не ждать, когда он плюс 200 сделает. Да, нет, почему? Некоторые очень даже хорошо укладываются в эту стратегию. Надо покупать, когда он плюс 700%, а уже потом сливать, когда он упадет опять на минус 80%. Эфир, кстати, после нашего последнего стрима, вот мы общались как раз на Грине, я забежал к ребятам, и про эфир, кстати, была история. Было видно, что эфир прям вот он что-то хочет сделать, там чуть-чуть пониже. Конечно, такого падения я не ожидал, но ожидал, что он пойдет чуть пониже. Еще Рэмбо говорит, что ты нас пугаешь, типа, этим. Я говорю, ну, слушай, ну, видно, что он как-то не очень хорошо выглядит. Я не ожидал, что его укатают на 2200, но то, что он ниже пойдет, это было видно. Я показывал на эфире до того, как он грохнулся, в свой чат, скидывал картинки по эфиру. Попробую эту картинку воспроизвести. Я не знаю, получится, не получится. Да. Потом зи просят традиционно. Этот зи всем нужно посмотреть. Что-то еще просили. Он нужен, да, обязательно нужен. Ну, я так понимаю, что зи все время нужен. Вот я покажу эту картиночку, которую я сделал по эфиру. Я ее сделал, когда эта картинка была вот еще где-то, может быть, даже вот таким вот образом. Когда мы еще коснулись только и начали отскакивать, я сказал, что мы должны закончить это движение стандартное. Мне сказали, да вы что, такого быть не может, он тогда вообще помрет. Ну вот он помер. Хорошо так помер. Но ввиду того, что он перебил цены накопления перед вот этим вот ростом, вот это вот было очень странно. Даже для меня это было странно. Но опять же, если учесть, что это манипуляция с того же самого Binance, странного ничего нету. Если вы вспомните 2021 год, когда на Binance US упала цена с 10 тысяч на 2800. Помните, когда цена биткоина с 10 тысяч упала или с 8 тысяч упала на 2800? Около 3000 она падала. Да, ну, окей, там... если это манипуляция и говорит логически, раз эфир хотят сейчас покупать в команде, так сказать, лидера всего свободного мира, и это манипуляция контролируемая, то почему вы его не покупаете сейчас? По такой цене. Как раз хорошая Нет, цена. Цена замечательная. Есть шанс, что его еще прольют немножко. Лично, на мой взгляд, не закончено движение. Ну, не закончено. Дайте это открою, хоть его посмотрю. Я что-то не успеваю ничего посмотреть, да. честно говоря. Вам отдавать экран или вы будете смотреть? Не, я просто посмотрю сейчас, что у него. Да, давайте, могу отдать, просто посмотреть. И... Вот. Да. Что у нас там творится? Не закончено. На дневке нижняя граница регрессивного канала закольнули всю ликвидность, но ничего не зафиксировали и отлетели назад. Очень красиво, прям очень красиво. Давно я такого не видел. А что у меня с графиком стало? Куда-то делся мой индикатор. Вот. Не закончено, еще могут покольнуть ниже. До конца не закончили. Движение вот как бы тут еще не закончено движение. И по биткоину, и поэтому по эфиру.
Нет, если взять в расчет, что это вот эта схема, что это эта схема, то по идее это они могут еще чуть выше уйти на 110, и там опять вниз уйти. Они здесь могут еще флейтить сколько угодно. У нас потому что фаза распределения чуть больше фазы до накопления. Поэтому мы здесь можем еще ходить какое-то очень даже продолжительное время. Какое продолжительное? Да хоть до августа месяца. Какая разница? До августа так далеко не скажешь, но то, что вот к весне ближе какие-то развязки будут делать, похоже на то. Ну, это я образно говорю, что Февраль, они март. могут ходить сколько угодно долго, просто для того, чтобы выморозить всех, потому что сейчас главный вопрос, когда полетит альта. Стоит ли ее покупать или сливать ее по текущим и больше не заходить в рынок. Сегодня там создавали психологическую поддержку для участников чата. У вас, по-моему, в чате У создавали. меня? Я Да, что-то, я прозевал, меня тоже спасали возьмите, у людей, меня в чате которых это... выходит Да, так психологическую поддержку. приходите, да, мы там периодически Я в свой чат не пишем, успеваю заходить, поэтому да, пишем пасквили потом друг читаю. другу. Да. Я потом прочитываю. Психология. Ну, помогло? Психологические тесты помогли, главное, чтобы... Не знаю, один сказал, больше не вернусь. Ну, тут... Сдался человек. Ну, тут, да. Вот. Так, что я еще хотел людям показать, рассказать? Многие просили по А, чату, по вашим альтам пройтись, Зикон, еще там чего-то. Ну, так, если. по моим Пройдитесь по МС, этим... пройдитесь по МС альтам. Вот так Ой, звучал еще меня вопрос. сегодня просили, я забыл совершенно, просили посмотреть Total 3. Вот, Total 3, смотрю, вот, да. Total 3, дайте я тоже открою себе. Вот и посмотрите, Total 3, опять же, тот же самый, а, нарисовал до накопления, распределения и пошел до уровня. Может быть, у нас биткоин покажет то же самое. Вот, Причем на тотале объемы какие красивые. А свеча сейчас. последняя красная. То есть Да. деньги-то вышли. Но деньги, опять же, вышли из-за чего? Скорее всего, деньги выходят по причине той, что всякие мемные монеты летят, людям это интересно, денег на закуп нету, продают хорошую альту, заходит всякий мемный скам, становятся инвесторами, привилегированными Трампа, Мелании и их служанки, как она там называется, я забыл ее, Консуэла, вот, и вкладываются в эту Консуэлу. Ну, на Total 3 они провалили зону справедливой цены 618 фиба из того, что я вижу. Она на Ну отметке да. 968. Они торгуются под fair прайсом. Это означает, Именно что для они этого могут уйти будут на делать до 0,5 накопления, они будут ниже. теперь делать до накопления, им еще нужно набирать капитализацию для того, чтобы продолжить рост. Поэтому это здесь и есть ответ, когда у нас будет альтсезон. Подождите, не торопитесь, пусть наберут денег и поедем. Угу. Total 2 там же. Доминация битка у нас, где у нас там она? Вот она, Ну, вот доминация недельку они битка. удерживают. Ой, как красиво. Это был ответ на вопрос, что будет. А мы же, помните, про Кстати, доминацию с вами говорили, а все спрашивают, кстати, куда вниз вот пойдет, не это, вниз пойдет. вот эта вот фигня, если делать чистый свечной анализ, вот именно вот эта вот фигня говорит о том, что доминация должна быть упасть. Выбили, вот это вот выбили, и свеча молотом вернулась обратно в ту зону, откуда было сделано это движение. Поэтому, скорее всего, может быть, что у нас тут еще? Ну, Доминация сейчас в середине канала 61, вот как раз ну 40. да, Середина канала регрессивного, верхнюю границу шлепнула и откатилась к середине канала. он Если не еще вот удержит, здесь-то, он вот здесь вот так упадет. еще может походить некоторое время и упасть. Если не пробьет, то упадет. Но если смотреть чисто вот это движение говорит о том, что пока вот именно по свечному, если анализу посмотреть, последняя свеча молот, то падающий, то скорее всего это будет разворотное. Но
объем. У нас всегда, вот кто меня знает, он всегда скажет, что ответ всегда в объемах. Вот эта свеча – это останавливающий объем. Объем здесь увеличен, и объем здесь растущий, не падающий, а именно растущий. То капитализация, скорее всего, самого биткоина, то есть его доминация, будет еще набираться некоторое время. Скорее всего, будут продолжать сушить рынок. Но то, что мы уже подошли туда, куда надо, мы уже там. Вот эта вот вещь, она как бы если на графике вы это видите, на растущем графике, то это говорит о том, что в какой-то момент времени у нас будет здесь разворот. Пробивались, пытались пробить вот эта вот линия, вот эта линия пытались пробить, но мы ее не пробили, то есть мы ее вернулись обратно. Ну, посмотрим, как будет дальше происходить. Чего там, кому еще рассказать? Я сейчас вот доминацию тоже покажу. Посмотрите, как интересно. Да, давайте откройте тогда. Хочу, чтобы вы посмотрели, а потом отдам обратно. Да, так, можно не закрывать, я просто перед вкладками прыгал. Все, У меня здесь, я понял, как это работает. Тут перед вкладки такие в зуме появляются, их можно переключать просто, и ты никому ничего закрывать даже не надо. Я не знаю, сейчас видно экран? Нет, не видно. Так, где зум? Тут надо нажать на какую-то вкладку. Сейчас. Сейчас должно быть видно. Да. Вот смотрите, как она красиво, да? До середины канала дошла, и зона справедливой цены. Раздаете? Да, зона справедливой цены внизу. То есть она сейчас будет консолидироваться на ней. Если удержит, то пробьет середину канала, и вот следующий ее уровень. В зоне 64,5. Кстати, может быть, у меня и фибы кинуты. Сейчас я посмотрю, есть они у меня. Да. Вот она как раз 64,21. Поэтому еще, вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен, еще потолкают. Я пока не ощущаю завершения, я думаю, что нас еще толкнут в целом по рынку, и по биткоину, и по альтам. Вот нет такого ощущения пока. Но это тоже плохо, потому что именно тогда, когда ты не ощущаешь, происходит самое нехорошее. Нужно быть осторожным. Регрессивный канал очень четко показывает зону именно распределения интересов. И вот мы по нему четко видим зону справедливой цены примерно в середине этого канала. И наверху находится сейчас доминация биткоина. А на коротких, кстати, часах, они ее вообще в боковике держат. В боковике и сейчас чуть-чуть начнут толкать повыше. Попытаются пройти сейчас середину канала. Но это не означает, что биткоин улетит в космос. Я думаю, что сейчас его будут чуть-чуть еще гонять туда-сюда и должны будут потрогать, в логике, да, всего происходящего. Вот сейчас он уже немножко подседает. Потому что на 6 часах он ниже зоны справедливой цены, и у него очень хорошая ликвидность внизу. Вот она с 94 до 90. Но 90 давать нельзя, очень опасно. Здесь как раз трендовая, которую нельзя ломать. А вот опустить в зону 95 сейчас могут, и отсюда можно локально искать лонги, если это речь идет о трейдерах. Естественно, от уровней, с подтверждением объема и теми алгоритмами, которые вы пользуетесь. Что еще там, ребят, хотели показать, посмотреть? ЗИ, Коне и что-то еще, не помню. Давайте я просто отвечу. Пока рано их смотреть. Цена хорошая для закупки была. Сейчас есть тоже хорошая цена для закупки. Хбар сейчас падает в данный момент. Может быть, еще немножко прольют. У нас есть возможность докупить альту, тот, кто мог докупить. У кого есть деньги на закупку. У кого нет денег на закупку, расслабляемся, смотрим, как закупаются другие, как цена летит, а мы не в ракете. Вот можно так вот сказать. Но в любом случае, пока до альтсезона, всему свое время. Вот меня сегодня у вас в чате человек там спросил, или даже не спросил, у нас была просто дискуссия по поводу того, есть ли манипуляторы на рынке или нет, страшный рынок или нет. И я ответил, что рынок на самом деле это не зло. Это не зло и не добро, это просто рынок.
Есть ли манипуляторы на рынке? Да, это видно не только в том, как слили рынок. Это манипулятор в рынке всегда присутствует. Это обыкновенный водитель этой машины. Хотя на самом деле водителей много, потому что каждый крупный игрок – это уже водитель. Маркетмейкер тот же самый крупный – это водитель. Иногда водители едут в разнобой. У нас получается вот такие сливы и катаклизмы. А иногда все водители одновременно по всем дорогам едут в одном направлении, тогда мы летим и кричим «Ура!». В любом случае рынок как бы не пришел за нашими с вами копейками, чтобы конкретно вынести наши копейки. Вот именно наша неаккуратность, беспечность и наше такое наплевательское отношение к деньгам, которое не воспитано рынком, оно и приводит к тому, что люди теряют на рынке. Если к деньгам относиться правильно, правильно определять зоны, где можно покупать, где зоны можно разгружаться, зоны, где нужно немедленно сбрасывать монеты даже с некоторым убытком, чтобы сохранить основной депозит, вот как только вы это правильно научитесь определять, тогда потерь будет меньше и меньше будет проблем с каждым депозитом каждого человека. Поэтому смотреть конкретно сегодня ЗИ дальше работает. Почему конкретно ЗИ не растет? Да бог его знает. Может быть, он сейчас не растет, а через некоторое время покажет 7 иксов, как он это сделал год назад. Почему не растет тот же самый, ну, я не знаю, давайте назовем любой, это Litecoin. Вот он сейчас опять 100, был 80 недавно, а до этого он был 60. Все падает, все не растет. Эфир был 3 там, тысячи с половиной, сейчас он стал там 2000. Почему не растет? Потому что не время пока. Будет время, все вырастет. Есть возможность закупать, закупайте, стройте свои стратегии. У вас есть сейчас время правильно рассчитать эту стратегию. Как ее рассчитать правильно? Вы же видели монеты, которые растут. А какие монеты не то что реально не растут, а уже ближе к тому, что они завтра помрут. Есть возможность ребалансировать свой кошелек. Есть возможность сделать ребалансировку в монетах. Какие-то докупить, какие-то подсбросить. Это есть возможность. Рынок вам все показал. Рынок всегда дает возможности. Вот воспользуемся мы этой возможностью или нет, это вот опять же зависит от того, кто как правильно построил стратегию. Нет стратегии – сливаете, есть стратегия – зарабатываете. Вот что конкретно можно сказать про любую монету, ту, которую показывал. Из моих монет, которые я показывал, только 3 монеты на сегодняшний день, как сказать, находятся в зоне, куда лучше вообще не заходить. Остальные нормально себя чувствуют, они вырастут, я в них уверен. Heaven жалко, конечно, но пока не сбрасывают никто. До сих пор я, насколько понимаю, что что-то там происходит. Что происходит, не знаю. Я кошелек не удалил. Но мне и сказали, не удаляй, я им не буду удалять. Пусть лежит. В какой-то момент времени отыграет. Там другие монеты. Кон. Почему? Посмотрите, как кон растет. Джет. Тот же самый. Они же получили лицензию Travel. Вот они сейчас будут развивать якобы travel движение. Скорее всего, не дали им развиваться правильно с финансовой точки. То есть не дают китайцам деньги выводить как вывод, как оплата. А вот как travel, пожалуйста, так китайцы и путешествуют, значит, будет пользоваться. Значит, у них такая стратегия пошла, если они джетом теперь стали. С D все хорошо. Лично у меня я вижу, что все хорошо. Tailcoin. Недавно Tailcoin получил лицензию. В Америке на Coinbase он получил лицензию. Сейчас они будут хорошо с ними работать. Что меня очень даже радует. По Tailcoin много интересных вещей идет. PowerX. Сейчас тоже идут новости. Вот у вас, кстати, на канале по VRX, по WazirX после взлома, что монеты будут возвращать, а некоторые будут вообще там, опять же, полетят. Так что все возможно. Почему нет? Нет смысла сейчас показывать и смотреть одни и тех же завод. Вот человек пишет, все на завод до осени. Да, хорошая, кстати, идея. Заработать деньги на депозит, купиться и поехать наверх. Собственно, так и надо делать.
Да, вот Ярослав Васильков говорит, спасибо вам за то, что на Рутюбе сделали этот, как его Я называют, даже не посмотрел, идет там, трансляцию. идет. Идет, человек смотрит, говорит, с удовольствием смотрит, Ну, да. отлично. Ну, потому что многие не могут с Ютубом разобраться, и у них не получается. Кто в России живет? Если у вас провайдер Ростелеком, закрывайте его к чертовой матери, переходите на МТС. МТС дает смотреть YouTube. Я вообще сделал на самом деле проще. Я подключил себе сервер на TimeCloud. Он стоит там 900, что ли, или 800 рублей. Поставил амнезию, подключил туда VPN свой, использую его на ноутбуке, использую на телефоне и взял отдельный роутер, вшил в него, соответственно, VPN-ку. Некоторые роутеры позволяют это делать. Но надо просто понимать, какой протокол в нем стоит. Лучше сразу с этим почитать, разобраться. И повесил на него YouTube полностью. YouTube, все соцсети, телевизор для YouTube. И у меня YouTube, не прекращаясь, работает 24/7 везде. Столько страшных слов наговорили, я даже испугался амнезии. У меня амнезия с утра каждый раз. Она называется так, что мне теперь сделать? Кто-то ее придумал, назвал. Амнезия, это не я. Я шучу, да, не переживайте. Да, но очень удобно. Свой сервак, не паришься нигде, ничего, там не такие большие деньги. И все работает вообще без проблем. Ну, все супер. Главное, теперь вам выложить надо схему, как это сделать простому человеку, который не программист. Как там пишет человек, работник завода. Вот, чтобы любой работник Да-да, нет, там завода программировать не надо. Там ничего. поднял свой сервер, да, на... Ой, да это уже выложено. Я же так же прочитал, как все. Просто свой VPN с использованием как он называется, сейчас скажу. Называется Time Web Cloud и Amnesia VPN. Все. Набиваете, и там полноценная инструкция. Дальше следующий этап, как прошить VPN в роутер. Вот. Если у вас нет амнезии, значит, все получится. Если у вас нет амнезии, все получится. Только единственное, что в роутере там желательно, если роутер выбирать, посмотрите, чтобы WireGuard протокол был обязательно и X-Ray желательно. Вот 2 протокола. Все. И все будет работать, летать. Это все занимает, час времени, наверное, максимум. Поставьте лайки за такой совет. Вот, кто разобрался, кто понимает слово роутер, ставьте 2 лайка. А я сейчас Time Web Cloud, как мне это сделать? Поделиться, наверное, десктопом, да? Вот, видите, человек пишет, зашил, прошил, повесил, взломал, все работает. Да, вот он, Time Web Cloud, но он у меня сейчас закрыт. Вот эта программа, вот здесь создаете свой сервер, покупаете его, нидерландский сервер, там их всего 3 московских, 1 казахстанский, 1 нидерландский. Надо купить, и польский есть еще. Покупайте нидерландский. Дальше вот такая вот приблуда, которая называется Amnesia VPN. Вот, нидерландский сервер, в нее берете оттуда код, вставляете сюда, ничего сложного нет. Вот. И основные протоколы, которые нужен WireGuard и нужен X-Ray, желательно. Но у меня вот роутер работает на WireGuard, у меня X-Ray в роутере нет. Ну, желательно купить, чтобы он тоже был. OpenVPN сейчас в основном у всех по умолчанию. Заходите на свой роутер, там есть раздел «Подключить VPN», подключаете код отсюда, берете, вставляете туда, все. Роутер работает на Ютубе, просто с телевизора спокойно смотрите. Если первый вариант, который Гоша предлагает, не работает, то предлагаю вам второй вариант. Отказываетесь от Ростелекома, подключаете МТС, и все работает. Но у меня МГТС, например, у меня не работает, вот честно могу сказать. МГТС? У меня, ну, это МТС и есть. У меня он не совсем. У меня он не работает. То есть у меня не получалось, чтобы он работал. В офисе у нас здесь местный айтишник, кто за нашим всем офисом следит, он прошил роутеры, они вроде бы работают, значит, но не всегда. Все равно мне приходится включать. Вот последний стрим, который мы с вами делали, был включен. Человек спрашивает, паять надо? Ничего паять не надо, ничего. Ничего паять, об стенку бить, трясти, заводить с толкача, ничего этого делать не надо. Все это делается 4 кликами мышки. Я тоже думал, что очень сложно. Зашел, посмотрел видео и настроил все. Только и видео есть. И видео есть, и все, полно этого всего. Ну, конечно, когда YouTube стали замедлять. Я тоже тогда выложу видео, как удалить Ростелеком, подключиться к МТС.
Ну, дай бог, чтобы работал. У вас просто на МТ, может быть, это там, где вы находитесь, там работает? Потому что московский В МГТС точно. Китае, в Китае все нормально, все работает. В Китае у меня все работало последний раз, когда был. Ну вот. Я даже с таксистом переписывался в Вичате. Так что там все работает. В одном такси? В одном такси. А Фига потому себе, что они, техника они пошла. используют внутри Вичата переводчик. Он говорит, нажми вот сюда, тут мне, говорит, переведет. И он на китайском пишет. Я сижу сзади, он нас везет. Он на китайском пишет, я, соответственно, на русском. И нажимаем кнопочки и переводим. Потому что китайцы, они вообще, в принципе, за рулем из телефона не вылазят. Так, если уж... Причем орут, кричат, это отдельная песня, китайские таксисты. Мы еще с девушками с их не общались, с китайскими. Вот где ор. Они орут так и машут руками, думаешь, мама родная, куда попал? Так мы сели в такси и едем, значит, посмотреть в Гуанчжоу, как там местный парк. Нас везет таксист, причем от отеля он нас забрал, мы там, этот конферансье его подогнал, значит, у него эти вот китайская машина, где куча всяких экранов, в одном экране, значит, с правой стороны для пассажира, которого там нет, естественно, что-то орет, значит, его машина пищит, кричит, ругается на все вокруг, он в это время по видео, видимо, в Вичате или где-то там еще, разговаривает с другим, не знаю, таксистом или кем, и он орет, и одновременно орет еще музыка. То есть все это орет. И мне там, значит, товарищ пытается сказать чуть громче что-то, он еще громче начинает орать. И вот мы в этом оре минут 40 ехали до этого парка, вышли. Я не знаю, я никогда не радовался парку, даже если бы он был самый страшный и ужасный, а парк был красивый, парк Лотоса называется. Я просто был счастлив от тишины. Потому что вот так ездит такси у них. При том, что машина не шумит, она электрическая. Но сам китаец, это... Китаец шумит, он не электрический. Он не электрический, он орет, кричит, шумит. Не, электрических у них роботы в отеле, я с одним даже подрался. Я выходил из лифта, а на меня приехал робот и не давал мне выйти из лифта. Мне пришлось его ногами выпинуть, значит, в коридор, выйти, и потом он все равно в наглую заперся в лифт, а обойти его было невозможно. Так что у них еще и надо с роботами. У них не дают в лифт заходить с мини-баром, поэтому извините, они не выпустят. Да, я просто из лифта хотел выйти на первом этаже, а там туда пытался заехать их робот, который кому-то что-то вез. Вот. И он не давал выйти просто. И все, я с ним подрался, жена посмеялась, что я с роботом воюю. Вот, и мы пошли дальше. И причем я вышел за угол, и тут же ко мне пристал другой китаец. Что-то от меня хотел. На метро Маяковского на улице, там точно так же роботы дерутся. Они между собой уже дерутся. Тоже Яндекс.Доставка. Они видели, я сегодня видео посмотрел на какой-то выставке, не помню где, сегодня или вчера, на какой-то китайской выставке один робот дал сбой, и прям камера ночная показывает эту выставочную, ну, ночью происходит. Он, значит, уехал, и перевод идет. По-моему, в Инстаграме, кажется, смотрел. Он подъезжает к другим роботам, которые спокойно включенные стоят вдоль стенки, там припарковались, и начинает кричать. Что-то с ними разговаривает на китайском, типа, ты меня понимаешь, что-то ему говорит, и в конечном итоге забирает оттуда половину эту роботу, и куда-то они с ним уезжают вместе. То есть они пообщались, они договорились, он их забрал и куда-то увез. И утром картина так показывает, как утром приходит и говорит, а куда делись все роботы? Между собой китаец разговаривает, и переводчик идет. Говорит, не знаю где, идемте смотреть. А куда они могли деться? И друг у друга не могут понять, а роботов нет, они уехали. Поговорили и по своим делам. Мне параллельно сейчас прям пишут в личку, в чате, хорош болтать, покажи Фибу. Чего показать, Фибу? Фибу. Покажите ему фигу. Фигу или Фибу? Фигу могу показать сейчас. Фибу? Ну, покажите ему Фибу. А что с Фибой? Что вы хотите от Фибы? Что с Фибой не так, да. Что с Фибой непонятно? Что с ней не так? Давайте я вам покажу Фибу. Вот, смотрите, Фиба. Достаточно будет, если я так покажу? Люди, в прошлый раз я показывал, как работать с индикаторами. И с Фибой в том числе, честно, там, да. Ну, без Фибы я показывал. Честно скажите, кто это у себя настроил, кто пользуется, кто понял. Хотя бы плюсики поставьте в чат, чтобы было видно, что вы воспользовались. Или, если вы будете в записи смотреть этот стрим, ну, напишите, хотя бы хоть какой-то отзыв сделайте. Настроили вы индикаторы, поняли вы это все, не поняли вы это, что-то нужно подготовить, дорассказать, показать какие-то другие индикаторы или еще что-то, нужно это вообще или не нужно, потому что в прошлый раз мы попросили написать, написало 4 человека,
Причем написали те, которые пишут обычно везде и в чате и прочее, а остальные как-то тихо промолчали. Если не надо, мы не будем напрягаться, мы будем рассказывать новости с газет, новости с телеграм-канала какого-нибудь выберем, и на этом будем ограничиваться. Вот, если это устроит. Ну Так вот, что кстати, Евгения пишет, на что сейчас нужно обращать внимание: новостной фон, действия бирж, следить за какой-то аналитикой. Расскажите, пожалуйста, как вы это делаете, где смотрите. Ну, про себя сейчас в двух словах скажу. Смотрю внутрисетевую активность, смотрю аналитику от Glassnode, которая прилетает. Общий новостной фон не всегда успеваю смотреть, еду и слушаю Бизнес FM. Обычно там идет практически по кругу идет информация от различных аналитиков, которые следят за рынком и за мировым, и за российским. И смотрю график. Вот, собственно, основная история. Что касается меня, МС... Что? Вот вопрос еще раз озвучить. Да я специально так сказал, на самом деле я слышал вопрос, чтобы создать волшебную паузу. Чтобы у вас амнезия, вы все-таки хотите доказать, что у вас что-то происходит, да, с этим? Да, мне сегодня посоветовали пить больше таблеток, причем в одно и то же время. Я столько много читаю информации новостной, экономической, причем смотрю ее не только там русскоязычный или только англоязычный, я по всему миру ее ищу, лазю, потому что на самом деле у меня времени свободного дофига, больше, чем у многих у вас. Везет. Поэтому я этим занимаюсь. У меня дневной план расписан следующим образом. Утром отвез младших детей в школу, в обед их забрал, все остальное время я порчу зрение возле мониторов, которых здесь куча у меня натыкана. Я во все их смотрю. Поэтому у меня информации больше, и лазить приходится больше для того, чтобы ее находить. А где ищу? Да везде. Вот только появляется где-то информация, я ее лазю, и изыскиваю, и достаю откуда-нибудь. Вот и все. Если хотите так, то попробуйте. Ну, плюс вы же альты еще, вы же просто еще альты отслеживаете. Я альты не смотрю, потому что альты, чтобы отслеживать, я не только альты читать отслеживаю. Не только альты отслеживаю, я еще смотрю графики. Я же очень много, на самом деле, работаю с графиками. Если вот люди думают, что вот я, например, выучил что-то и на этом остановился, я каждый день что-то учу. У меня нет свободного дня, чтобы я чего-нибудь не выучил или чему-нибудь новому не научился. Такого у меня нет. Мне хоть, извините, и с возрастом я уже, но все равно у меня есть возможность этому учиться, и мне это нравится. Я готов делиться этой информацией, я делюсь ее бескорыстно, мне потому что почему я это делал, мне вот раньше спрашивали, когда я был на других стримах, на других каналах, спрашивали, зачем я это делаю. Мне очень не нравится, когда приходит новый человек на рынок. Он только пришел, потому что мы все были новичками. И я был когда-то новичком, но у меня был просто очень хороший учитель в этой жизни, который показал, рассказал и очень долго мне показывал, что делать и как делать. Поэтому я учу других людей, показываю. Мне жалко, когда они приходят, открывают какой-то YouTube-канал. На этом YouTube-канале какой-то ноунейм рассказывает на пике сезона, на пике всего, что покупайте прямо сейчас, и все будет супер, все будет замечательно, и вы будете богаты. А я понимаю, что людей засаживают, а люди не знают, откуда брать информацию. Я эту информацию меняю и рассказываю, как оно есть на самом деле. Потому что мне, вот с чего я начал это все делать, ко мне обратились двое моих друзей. Один друг у меня семью потерял, а второй чуть в окно не вышел. Из-за того, что они наслушались таких YouTube-каналов и YouTube-вещателей, которые по 3-4 раза в день выпускали видео и показывали миллион монет. Люди покупали миллион монет, а потом потеряли квартиры и так далее, и семьи. Это было неприятно, и приходилось выручать и помогать. А когда людям начинаешь открывать правду и показываешь, как на самом деле рынок работает и что делается, и каким образом можно просто-напросто себя обезопасить, люди открывают глаза и говорят: нифига, чё, так разве можно было? Можно было.
Поэтому я вам также показываю, вот, например, с теми же самыми индикаторами. Я вам показал бесплатные индикаторы. Те индикаторы, которые действительно могут вам облегчить жизнь, как можно проще смотреть на графики. Вот я же не случайно сказал, поставьте плюс тот, кому это понравилось, тот, кто это использует. Я уверен на 100%, ну, давайте так, не буду на 100%, это я слукавил. Я уверен с большей долей вероятности, что вам теперь легче читать график и смотреть на графики. Вы видите другие вещи, не те, кто видит все остальное. Это же так. Потому что есть просто обыкновенные другие совершенно настройки, но их никто не показывает. Что люди показывают? Они показывают, я вот здесь в сделку вошел, здесь я добавил маржи, выключает стрим, его сносит к чертовой матери. Потом он вот заходит на следующий стрим и говорит, все хорошо, когда стрим отключился, я все позиции закрыл, а люди-то пролетели, люди попали на деньги. А это опять же не есть хорошо. Мне такие вещи не нравятся. Я поэтому показываю, как сделать так, чтобы вы себя обезопасили. Поэтому на предыдущем стриме я сказал, что я готов показать, как заходить в сделки безопасно. Я готов это сделать. Но до того, как я это покажу, сначала надо научиться найти место, где зайти, как зайти, каким образом найти ту самую точку, где зайти и выйти. А для этого, ну, это не только фибы, это не только индикаторы. Здесь еще психология рынка. Поэтому до того момента, как мы это все увидим, у нас еще будет с вами такое волшебное путешествие, скажем, когда вы многие вещи для себя, которые вы знали, откроете немножко по-другому. Ну вот, это вот лично мой взгляд на рынок, и я готов с ними с вами поделиться. Я думаю, что сегодня я не покажу вам фибу, потому что просто мы уже стримим. Сколько уже по времени там, Гош, скажите? Ну, честно говоря, не знаю, но сейчас посмотрю. Где это посмотреть бы еще понять. Сейчас. Мы стримим уже час 10. Час, да. Больше уже час 15. Ребят, еще раз прошу, да, всех, пожалуйста, поддержите обязательно лайками этот стрим. Напишите комментарий после стрима, это важно, потому что это дает нам стимул и интерес сделать это еще раз. В следующий раз я вам обещаю показать фибу. Как работать с фибой, покажу некоторые фишки, секреты, расскажу, где какая фиба может пригодиться, как посмотреть, как по ней, по этой фибе определять, что мы будем делать дальше с графиком, как он куда пойдет. То есть есть ключевые точки, я покажу, как это находить, это несложно. Поэтому, если нужно, то, пожалуйста, напишите в отзывах под этим вот стримом. Чем больше будет отзывов, тем больше вероятность будет того, что мы это вам сделаем. Будет мало отзывов, ну, не сделаем тогда. Если людям не надо, зачем тогда нам стараться? У меня уже сделано кое-что, некоторое обучение, некоторым тоже из своей аудитории я его показывал. Это один из вариантов дополнительный, который работает на интрадей трейды, работа с часом и 15 минутами. Вот. Я предварительно это покажу, чтобы сейчас не тратить достаточно много времени, и мы сделаем отдельно, давайте, обучающую историю. Зайдем, быстро посмотрим по рынку, что происходит, и прям пройдемся еще по каким-то обучающим моментам. Я ее уже набросал, обязательно вот сделайте, что просит ТМС, чтобы было понимание, что все действительно этого хотят. Я покажу, как я ищу, в том числе, точки входа для интрадей трейдов, когда я не отхожу от экрана, то есть не с целью накопления, а с целью именно локальных трейдов. И как работать с графиком Heiken-Nash, с простыми индикаторами, без использования там индекс рейт код индикаторов, вот просто RSI, объем, график Heiken-Nash. Больше, в принципе, ничего не надо. Ну еще индикатор Sequential, его нет сейчас, по-моему, мне кажется, его убрали. Сейчас я посмотрю. Да, их уже закрыли, либо убрали. Потом какой-то со странным названием был TT Sequential. Какие? Кто? Он назывался TT Sequential. Sequential уже не интересно, интересно. TT, да. Его тоже нету. Но я выложу код. Убрали TT, это плохо. Вообще убрали Sequential. Я выложу код в чат, и сможете его просто скопировать и себе добавить именно этого алгоритма. Он у меня есть. То есть в коде.
И покажу, как можно локально, используя этот индикатор RSI и объем их Эконэши, дополнительно ко всему остальному прочему анализу, в том числе и методик МС, искать локальные точки входа. Поэтому обязательно отслеживайте наши стримы. И если, кстати, давно уже у нас такая идея СМС, если у кого-то есть желание или что-то нашли интересное, все-таки это сообщество, а не мнение академического состава Академии РАН. Вот. Если у кого-то есть интересное и что показать, мы можем предварительно созвониться где-нибудь в Zoom. Если это будет действительно что-то интересное, что-то новое, что вы нашли, исследуя графики, и что помогает вам для трейдов, то было бы интересно, и мы пригласим вас показать это для аудитории. Да. Так что можно не стесняться, спокойно писать, не обязательно будет показывать не там надо лицо. Стесняться, да, можно все показать, просто не стесняйтесь. Да, потому что если есть какая-то интересная, что вы увидели, то, что не видим мы, да, welcome, и на Market Lab можно будет это показать. Вот человек пишет, лучше расскажите, как устроиться на завод к Илону Маску. А что вы там будете делать? Для того, вопрос. Чтобы поступить на завод к Илону Маску, надо написать хорошее резюме. Для этого поступаете в Урюпинский резюме писательный техникум, заканчиваете его с отличием, пишите резюме и все, вперед. Вас 100% возьмут. Угу. В Калифорнии. Да, где-нибудь в Калифорнии. Точно. Так, товарищи, я побежал. Побежите, побежите, потому что ребят много монет хотели посмотреть, но в целом ответ дан. Уровни закупки интересные по тем же активам, про которые Мэс много раз говорил. Сейчас, наверное, технически их рассматривать смысла нет. Если вот еще я, можно отвлеку, пожалуйста, и простите, что я вас перебиваю. Ничего страшного. Он сейчас убежит, и я это. Приветствую вас, у меня дилемма, пишется дилемма. Есть 6 щиткоины, надо писать через букву Ш, щиткоин, щит, эти, как они там с глазами, вот, которых просадка 60%. Есть мысли продать 5 из них, то есть из 6 у него, и перелить в 6, то есть у него будет 2. Ну, математически посчитайте. Сейчас у вас, если 5 или да, вот из 6, например, 5 шиткоинов провалится, то обязательно 6 принесет вам прибыль ровно столько, сколько вы компенсируете просадку предыдущих из 6. А вот если вы все про 5 продадите, оставите один и еще один докупите, у вас будет всего лишь по математике, если вы смотреть статистически, то это будет 50 на 50. Это как блондинки задают вопрос, увидишь динозавра или нет? Она говорит, увижу или нет, 50 на 50. Так и тут. Скорее всего, с большей вероятностью вы не заработаете. Вот если вы сделаете 3, то тогда заработаете, потому что 2 могут провалиться, а 1 заработает. На вашем месте я бы не трогал ничего. Есть деньги, докупите, просто пусть будет 7. Но не надо делать ребалансировку того, чего вы уже купили, выбрали и прочее. Как таких вещей избежать? Я на каждом стриме, на каждом говорю, заведите дневник трейдера. В дневнике трейдера напишите все свои монеты, которые вы хотите купить. И напишите на страничку, делите, например, почему хочу купить и почему покупать нельзя, образно говоря. Напишите туда все свои мысли по монете. Почему хочется купить, какие причины покупки и так далее. То есть прям вот как изложение, как в 4 классе в первой четверти пишут изложение, так и тут напишите. Туда пишите все свои мысли, нарисуйте график, отсканируйте его, вклейте туда, в этот дневник. Пусть у вас дневник похож на дневник девочки 14-15 лет, которая влюбилась, в которой вот так же и вы должны в монету влюбиться. Но это, опять же, влюбляться нельзя, но я имею в виду влюбиться и расписать по ней все. Чтобы вы знали, что будет, если ваша цена вырастет по монете, как ее продавать, по какой цене, почему там вы хотите продать, причины обязательно должны быть, то есть как нравится, не нравится и так далее. Вот когда вы составите такой дневник хотя бы по одной монете, вы поймете, что вы обязаны делать это по каждой монете, сколько у вас будет. И тогда у вас не будет вот таких дилемм,
какие продать, куда перелиться, зачем это делать, а какие будут потери при том, что вы продаете, а какое соотношение потерь к тому, что было куплено, и к тому, что вы не делаете, и так далее. Поэтому не надо мучиться, не надо переливаться, сначала оцените вашу позицию. Оцените. А еще лучше попробуйте пообщаться в чате у Гоши. Зайдите, покажите, какие монеты вы купили. Люди вам скажут, хорошие монеты или нет, какой-то информацией поделятся. Поторговать по чату не надо. Слушать ерунду, что вы купили скам, все монеты скам, поэтому будьте аккуратнее просто. Но пообщаться надо. Все-таки в чате, на самом деле, у Гоши люди хорошие, порядочные, скажем так, безголовых нет. Будут безголовые, мы их быстро проредим. Поэтому спокойно обращайтесь и это. Вот человек следующий пишет, иду писать резюме. А вы закончили Урюпинский резюме писательный техникум или нет? Кто-то, вот видите, начистил редьки с лучком, полил подсолнечным маслом, укрепляет иммунитет. Так туда еще меда надо добавить. Видите, вы же не все да сделали. Как смотреть по альте, куда еще могут опустить? Опустить могут до нуля. Я вам сегодня уже писал, Жень. Опустить могут до нуля. Причем одной свечкой прям в пол. И также быстро отскочить. А еще могут просто-напросто сейчас одной свечой улететь куда угодно. Именно для этого у вас должны быть стопы поставлены. Вы должны точно, четко знать, какую монету вы купили, зачем и что делать, если. Вот если у вас есть что делать, если, в таком случае 100% вы не будете задавать вопрос, когда мы полетим, куда мы полетим. В бок точно. Вот, ну, я думаю, что я ответил на вопросы. И побежал. Гош, спасибо огромное за то, что вы пригласили. Людям спасибо огромное. Поставьте, пожалуйста, этот вот там лайк Гоши за то, что он делает такие встречи и приглашает нас. В следующую встречу будет у нас гость. Я постараюсь, чтобы гость был. Вот. И обязательно, если вам нужны обучающие, напишите обучалки, какие вы хотите. Свечной анализ, значит, сделаем свечной анализ, буду показывать фишки. Фибу, давайте покажем фибу, без проблем. Пишите, что нужно. Да, будем стараться, потому что в основном, в принципе, по времени у меня сложнее получается все это организовать заранее, чтобы мы подготовились. Но постараемся на следующий раз сделать, я так понимаю, больше всего заходит именно какие-то техники поиска точек входа в позиции. Расскажу. Я думаю, что вот по этим историям как раз у меня уже отработана есть одна модель, по которой я смотрю. Вот просили посмотреть эфир, вот так выглядит сейчас эфир. Пытаются вернуться к отметке 2800. Похоже на клюшку. Да, но оттуда обратно откатит. То есть, Похоже на клюшку. Ну вот ничего пока по нему особо происходить не будет, по крайней мере, это в ближайшие 7-10 дней. Дальше... Мурат пишет, если у вас много времени, можно ли со мной поговорить? А я всегда в чате. Пишите в чате, будем говорить. Я со всеми разговариваю, я никому в разговорах не отказываю. Иногда юродничаю, но это потому, что у меня хорошее настроение. Когда плохое настроение, я в чате не появляюсь. Заходите, пожалуйста, в любой момент, будем общаться. Я всегда за общение, это я всегда двумя руками. Если оно человеческое общение. Потому что иногда бывает такое общение, что думаешь, мама родная, откуда человек взялся. Заходите, будем... Бывает и такое. Да. По эфиру, кстати, информация... Слушайте, я уже 8-й раз прощаюсь. Все, я побежал. Да, хорошо, Всем МС, спасибо до свидания. Спасибо огромное, да, что вы сегодня были с нами. Спрашивают вас, а где этот чат? Он в описании к этому видео. Там есть чат канала IndexRate, можете зайти в него, и МС в этом чате и администрирует, и говорит, и общается больше меня, если честно, потому что я даже не успеваю в этом чате часто бывать, за что МС огромное спасибо, поддерживает аудиторию, отвечает на все вопросы. Вот я скинул ссылочку, заходите все. Да, он есть. По этой ссылочке, да, пожалуйста. Спокойно на него зайти и... Заходите на Бастион к нам, и Гоше, и ко мне, заходите на Бастион. Бастион есть, да. Можно сегодня на Бастионе я сделал для привилегированных, люди, кто подписан на меня, и кто еще там это, я скинул все свои мысли
смешные по поводу того, куда идет биткоин. Кому интересно, может зайти, почитать, посмотреть, поинтересоваться. Он закрыт для всех, то есть для чужих людей, а для своих, пожалуйста. Вот, так что До подписывайтесь, свидания. подключайтесь. Да, ММС. Спасибо огромное. Ребят, со всеми прощаюсь. Всем спасибо. Обязательно поддержите, еще раз попрошу, комментариями, лайками. Всем спасибо за то, что были с нами. И всем пока. До новых встреч. Увидимся на следующем стриме.